Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Моя фамилия Брюховецкий Андрей Степанович. Я генеральный директор клинического госпиталя Нейровита, доктор медицинских наук, профессор. Сегодня я представляю вам новую лекцию. Называется она «Экс-виво генотерапия аутологичных гемопоэтических предшественников костного мозга для увеличения продолжительности жизни человека на 10-15 лет и активного долголетия в пожилом и старческом возрасте». Основной причиной смертности населения в мире до 21 века были эпидемии инфекционных заболеваний, мировые войны, младенческая смертность. А основной причиной смертности в конце 20 века, начале 21 являются локальные военные конфликты, эпидемии, старость и фатальные заболевания цивилизации. В последнее время современная медицина совершила качественный скачок, так как продолжительность жизни в странах мира в 2019 году существенно стала выше, чем в начале-середины 20 века. И если родившиеся в 900 году в среднем по миру доживали до 48-50 лет, то сейчас этот показатель в среднем приближается к 70 годам. А может ли теоретически хотя бы человек жить достаточно долго? Обратимся к родословной первого человека на земле Адама. В Ветхом Завете черным по белому записано: из всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сын Адама Сиф прожил 912 лет, внук Енос 905, правнук Каинан 910, праправнук Малалей 895, Иарет 962. И самый главный, наверное, человек, кто больше всех прожил в мире, это Мафусаил. Он прожил 969 лет. Он рекордсмен-долгожитель планеты. И не зря есть выражение Мафусаилов век. И поэтому путем несложных сложений можно сказать, что Библия в принципе говорит, что средняя продолжительность жизни патриархов 9 допотопных поколений составляла 912 лет. 10-й Евнух не в счет, так он 365 лет был взят живым на небо. Зато успел породить самого Мафусаила. Поэтому теоретически мы можем жить 1000 лет. В свое время профессор Галушкин Александр Иванович, Царство Небесное, доказал, что нейрон может жить 1000 лет абсолютно спокойно. И проект «Геном человека», который сделали американские исследователи, показал, что наш геном способен жить 1000 лет. И смерть людей обусловлена не столько генетическими, а в основном внегеномными и постгеномными нарушениями, эпигенетическими, транскриптомными, протеомными, метаболомными, секретомными нарушениями, но никак не нарушением генома. И, на наш взгляд, постгеномная медицина может дать возможность нам такую, что среднестатистический человек может прожить, по крайней мере, до 150 лет. Впервые, наверное, в этом году журнал Nature опубликовал статью, в котором он впервые сказал, что старение обусловлено моно- и олигоклональным кроветворением и формированием и расширением патологических клонов гемопоэтических стволовых клеток, потомки которых занимают от 10 до 90% объема циркулирующей крови и формируют основные возрастзависимые болезни. То есть мы к этому выводу пришли 10 назад и очень серьезно занимались гемопоэтическими стволовыми клетками. Гемопоэтические клетки возглавляют всю иерархию стволовых клеток и вообще иерархию всех клеток в организме, так как являются самыми медленными. И одна стволовая клетка может восстановить миллиарды клеток крови. Хранятся эти клетки в основном в костном мозге, и большую часть времени они проводят в состоянии покоя. И костный мозг – это единственная ткань взрослого организма, в которой содержится большое количество незрелых, недифференцированных или низкодифференцированных клеток, которые могут быть нашим резервом. Также показано, и журнал Nature подтверждает эти факты, что в старости, где-то к 60-65 годам, количество гемопоэтических мезенхимальных клеток уменьшается от нормы 50 тысяч или 200 тысяч по разным авторам гемопоэтических клеток в 10-20 раз. Это явление является основной причиной нарушения саногенеза и самообновления тканей
и возрастной дегенерации органов и тканей. Также фундаментальная основа возникновения смертельных заболеваний. И впервые вот журнал Nature говорит, что старение может быть остановлено путем замены или блокирования вот этих патологических клонов кроветворных клеток, потомки которых занимают до 90% объема циркулирующей крови. Эксперименты по увеличению продолжительности жизни проводятся давно. И вот последние эксперименты, которые проводили наши партнеры, кандидат физико-математических наук Карнаухов, и под руководством всей этой работы проделалась Марии Ковиной, они показали, что можно увеличить продолжительность жизни человека, если перелить ему молодые клетки почти на 28%. Они показали, что вот эта работа, они опубликовали ее, Frontier in Genetics, и показали, что можно экспериментально обосновать эти вещи. И вот мы видим, что инъекция молодых здоровых клеток увеличила продолжительность жизни животных почти на 28%. И вот мы видим, что идет химеризация костного мозга. Вот это донорский костный мозг, вот это костный мозг старых мышей. А вот здесь они показывают, что вот видите, появились донорские стволовые клетки. И это через 6 месяцев после трансплантации, это позволило этим крысам именно выжить. То есть к чему это говорит? Если вы в молодом возрасте соберете свои собственные стволовые клетки, достаточно известными этими, и просто их законсервируете, и в возрасте 65-70 лет себе их введете, то вы сможете увеличить себе продолжительность жизни на 10-15 лет. А что делать тем, кто не позаботился вовремя, кто уже сегодня старый, немощный, а хочет жить и хочет, в общем-то, продлить молодость своего организма? Мы создали технологию, согласно которой экспериментальное обоснование, здесь мы представляем экспериментальное обоснование этого нового подхода к увеличению продолжительности жизни и активного долголетия путем инвиво генотерапии собственных старых гемопоэтических клеток и клеток предшественников на 57% по сравнению с контролем. То есть, даже если вы не позаботились в молодости, то современная медицинская наука позволит вам хоть немного продлить свою жизнь. Еще раз говорю, там 28%, у нас 57%. Значит, это говорит о чем? Что существует абсолютно нормальная схема ответа клетки на стресс. То есть этот механизм существует, он отработан. Репарация этих клеток возможна. И существует определенная лекарственная субстанция паноген, которая официально разрешена для клинического применения, обрабатывая которой мы, вот она как раз показана в регистрационное удостоверение, мы способны реставрировать это. На базе медицинского радиологического научного центра имени Анатолия Федоровича Цыбы, это филиал Минрадиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, под руководством Гривцовой Людмилы Юрьевны, доктора биологических наук, была выполнена работа, в которой мы попросили ее взять костный мозг старых крыс и в особых условиях создать рекомбинантную ситуацию и обработать двухцепочечных ДНК. Вот вы видите, как выглядели, то есть вот диаграмма выживаемости на контрольные вещи. Мы показали, что реально в контроле крысы живут меньше, чем они живут непосредственно после того, как мы увеличили их выживаемость. Вот мы показываем выживаемость, увеличилась масса, крысы блестяще себя чувствуют, опытные группы. Когда контрольная уже умерла, они были худые, бледные, драные, с опухолями, то наша опытная группа была бодра, весела, у них были хорошие репродуктивные функции. Мы показали, как их улучшилась активность, питание, волосяной покров, выживаемость, показали динамику смерти. Посмотрите, насколько она отличается. И надо сказать, что отчет был сделан в феврале. Сегодня июнь. Конец июня, 29 июня, и мы практически большая часть этих крыс живы. То есть 57% это было на тот период. То есть практически мы сегодня приближаемся где-то, наверное, уже к 80% от жизни этих животных. Посмотрите, как они по-другому выглядят. Но самое главное другое. Мы сумели доказать, что
выживаемость этих крыс с использованием двухцепочечных ДНК имеет молекулярно-генетическое подтверждение. Вот мы показали, что использование препарата паноген в определенных условиях рекомбинантной ситуации по сравнению с контролем увеличивает длины теломерных участков хромосом в 1,5-2 раза. То есть мы имеем молекулярно-генетическое подтверждение возможности увеличения продолжительности жизни этих животных. То есть сегодня мы можем, используя обычные технологии, разрешенные технологии сбора клеток, абсолютно спокойно рассмотреть возможность реставрации своих собственных клеток в пробирке с использованием экс-виво, то есть вне организма, генотерапевтического изменения, с использованием здоровых ДНК, отработать технологии создания персонализированного продукта и ввести себе этот продукт, в общем-то, из своих собственных клеток непосредственно в свой организм, что позволяет увеличить выживаемость любого человека. Мы говорим пока о 10-15 лет дополнительных, поскольку это расчеты, которые делали наши коллеги. Но мы впервые говорим, что мы имеем реальное молекулярно-генетическое подтверждение реставрации их собственных гемопоэтических клеток. И они будут способны отвечать на эти вещи. Но, по крайней мере, на защиту нашего организма. Спасибо за внимание.